Егор Петрович всю свою жизнь прожил в сибирской тайге. Много лет прошло уже с тех пор, как не стало его любимой супруги, как сын вырос и уехал в город вести самостоятельную жизнь. Он часто, как только мог, навещал отца, помогал деньгами и не только, но не так часто, как хотелось бы. Все же работа не позволяла уезжать. И казалось, так и доживет старик свой век в одиночестве, если бы не один примечательный случай. Жил Егор Петрович в маленькой, забытой богом деревушке, до которой по земле добраться можно было далеко не всегда. Кто мог и хотел, давно уехали, остались почти одни старики. Люди старой закалки часто живут по правилу: где родился, там и пригодился, и Егор Петрович не был исключением. Он привык вести такой образ жизни, и его все устраивало. Занимался охотой и рыбалкой. Основной источник корма зимой налим и щука. Рыбу и сами едят, и охотничьих собак кормят. Шкурки пушного зверя продают, так и живут. Не богато, но вполне в достатке. Одним весенним днем Егор Петрович отправился в тайгу. Ушел один, его старого друга, охотничьего пса по кличке Тайга, не стало несколько месяцев назад. Егор Петрович очень скучал и частенько уходил в лес не на охоту, а просто развеяться, отвлечься от плохих мыслей. Удивительно, но в лесу он чувствовал себя не так одиноко. Бродя по весенней тайге, он вдруг услышал жалобный писк. Егор Петрович, будучи матерым охотником, сразу определил источник звука. Это был волчонок, и где-то поблизости. Но, на удивление старика, он не слышал писка других волчат и звуков присутствия их матери. Старик снял с плеча ружье и осторожно пошел в ту сторону. На земле лежала мертвая волчица и ее помет. Все были мертвые, и лишь один маленький серый комочек еще ползал по бездыханной маме и жалобно скулил. Дедушка взял щенка на руки и поспешил обратно домой. Там он отогрел бедное животное и накормил свежим молоком. Так и стал Акела жить у старого охотника. Егор Петрович сначала не планировал оставлять зверя у себя, волк все же не домашняя собака. Но чем дальше, тем больше они привязывались друг к другу и в конце концов уже не смогли расстаться. Акела вырос статным и своенравным, но при этом беспрекословно слушался Егора Петровича. Домашних животных не трогал, всех считал за своих. В деревне все тоже отнеслись вполне нормально, сначала побаивались, но чем дольше жили по соседству с серым хищником, тем больше привыкали. Когда сын, приехав навестить отца, впервые увидел Акелу, то был ошарашен. У него просто не укладывалось в голове, как волк может жить дома, как домашний питомец. Лишь намного позже он поймет, какая крепкая связь была у его отца и дикого зверя. В эту поездку он не просто приехал помочь наладить хозяйство, но и подарил папе снегоход, о котором тот так долго мечтал. С такой техникой жизнь в тайге становится намного проще. Андрей, так звали сына, сделал все, что планировал, провел с отцом весь отпуск и уехал к себе. Жизнь неспешно шла вперед, проходил год за годом. Егор Петрович и Акела не становились моложе, но не унывали. Все так же ходили в лес, охотились, радовались жизни. Одним зимним днем, когда они проверяли ловушки на пушного зверя, Акела насторожился, встал в боевую стойку и начал рычать, оскалив зубы. Шерсть на загривке встала дыбом, и Егор Петрович начал осматриваться по сторонам в поисках опасности. Вдруг впереди он увидел медведя, несущегося к ним на полной скорости. Это был шатун, голодный и страшный, готовый на все ради выживания. Акела бросился к медведю, чтобы отвлечь его внимание от хозяина, и увел его вглубь леса. Егор Петрович искал своего друга, долго звал по имени, но все было тщетно. Старый охотник был раздавлен горем, но, к счастью, волк вернулся, спустя 2 дня скитаний по лесу. На удивление старика на нем не было ни царапины, и в тот момент охотник был самым счастливым человеком на свете. Старик накормил уставшее животное и молча погладил по голове. Они понимали друг друга без слов. Андрей продолжал по возможности навещать отца. Он приезжал хотя бы раз в год, чтобы проведать, помочь и пообщаться со стариком. Последние годы он часто уговаривал его уехать с ним в город, но Егор Петрович был непреклонен. Он говорил, что здесь он родился, прожил всю свою жизнь и здесь же умрет, когда придет его время. Так и случилось. Однажды Андрею пришла весть, что папы не стало. Он ушел в лес вместе с Акелой, но вернулся лишь один волк.
Зверь суетился, протяжно выл и всячески привлекал внимание людей. Когда они поняли, чего хочет волк, то последовали за ним и нашли в лесу уже бездыханное тело охотника. Его похоронили на старом деревенском кладбище рядом с супругой. Андрей, убитый горем, решил бросить все и перебраться в отцовский дом хотя бы на время, чтобы побыть одному, предаться теплым воспоминаниям. Акела уже 4-й день лежал на полу и отказывался от еды. Мужчина много раз пытался его покормить, хоть как-то взбодрить, но тот тихо лежал, а его стеклянные пустые глаза смотрели куда-то вверх. Ночью сквозь сон Андрею казалось, что волк тихонько воет. Наутро он ушел. Его нигде не было, ни в доме, ни во дворе. Андрей сел на снегоход и несколько часов искал волка в чаще леса. Снегопад предательски замел следы, и все попытки были тщетны. Каждую ночь мужчине казалось, что он слышит волчий вой со стороны старого кладбища. Все деревенские жители тоже говорили об этом. И вот, когда Андрей в очередной раз пришел на могилу отца, чтобы просто посидеть, мысленно с ним поговорить, он увидел Акелу, лежавшего на земле. Парень обрадовался, подбежал к нему и, сев на корточки, уже хотел потеребить его за холку, как вдруг понял, что волк лежит неподвижно. Его глаза закрыты, а серую спинку припорошило снегом. Андрей сел рядом и заплакал. Акела не смог пережить расставание с хозяином. Он пришел на его могилу, чтобы проститься и тихо уйти вслед за ним. Он умер от тоски. Лишь тогда Андрей понял, насколько сильными могут быть невидимые связи между зверем и человеком. Он еще немного посидел рядом, а потом похоронил волка рядом с могилой отца, отдав тому дань уважения. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.